Так, ну что, добрый вечер. Сегодня GreedFall. Посмотрим. Меню клевое, если не считать... Начнем сначала. Меню клевое, но пока ты не начинаешь листать вот всякие вот такие вот штуки, шрифты, переключатели, они все какие-то странные. Вот эти вот все менюшки. Как-то все бедненько выглядит. С учетом того, что сеттинг типа какой-то там 17 век. Все такое. Так, ну что, экстремальная сложность. А что вернуться-то выбрать? Загрузка тоже какая-то бедненькая, какая-то лист. Лист какой-то оранжевый, коричневый. Понятно чего. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Ну, зато редактор персонажей типа завезли. Правда, самое неприятное, нельзя даже имя сменить. Так ты и будешь. Десарде. Непонятно, кто это. Грустные женщины. Они причем все какие-то грустные. Меняются. Ну это готовые варианты. Подожди, готовые варианты. Где там? Почему не делать полностью лысого? Слишком сложно это отрисовать? Почему постоянно вот какие-то... Как будто он побрился, и у него волосы почему-то не растут. Точнее, постригся. Где аэродинамические? Так, сейчас сделаем какого-нибудь мушкетера. Рамиса там. Тут есть. О. Есть чуть-чуть по... Вот так. Не знаю, что вот это за херня. Типа, зачем ее... Это типа травма детская или что? Или это потом появится? Или оно уже... Вот, что это? Оно у всех есть? Понятно. Что там по бровям? Нет, ну это слишком, наверное. И тут я... О. Цвет кожи, цвет глаз. Пусть будет такой. Цвет волос устраивает. Цвет кожи, что тут? Цвет какой-то. А где негр? О, подожди, осуждаю. А где? Ну это вообще, это... 1 из 10 сразу все. Все, можно не играть уже. Ну, выключите и не вспоминать. Так, 3 класса персонажа доступны: воин, собственно, специалист по ближнему бою, инженер, специалист по всякому говну на поле боя, ну и по огнестрельному оружию. Ну и маг кидается фаерболами. Такими параличами. Но мы будем делать глиняного воина, поэтому... Маг тоже очень глиняный. Совсем там. Вообще, как бы... Лицом по клавиатуре вроде как катается, но...
Воин тоже не отстает особо. Там рекомендовали силу. Она типа дает оглушение и пробивание брони. Что забавно, она урон не дает. Урон дает ловкость. Вот, физический урон плюс 10%. Здесь оглушение и пробивание брони. Как это работает? Почему сила не дает урон? В каком? В общем, здесь есть сила, ловкость. Это то, что, ну, рисует как бы... Дико. Я так понимаю, что меткость это для дальнобойного оружия. Причем тут написано просто урон. Опять же, что это значит? Если тут написано физический урон, то есть, ну, это понятно, типа, мечом больнее бьет. То что значит урон? Может быть, огнестрельный урон, может быть, просто весь урон. Хер пойми. Это выносливость, здоровье и равновесие. Я знал только, что это. Ну, вот это для мага, типа, манна и урон магический и длительность заклинаний все. Все довольно-таки просто. Так, это таланты. Таланты. Харизма. Дешевле покупать товары, позволяет с большей вероятностью достигнуть успеха в некоторых диалогах. Крафт зелий. Взлом. Интуиция. Облегчает обнаружение мест с ресурсами. Увеличивает количество собираемых ресурсов и трофеев. Ремесло позволяет улучшать предметы. А тут преодолеть препятствия, где требуется удерживать равновесие. Возьмем взлом. Вот так, чисто это. Чтобы открывать все, что попадается под руку. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. Господи, а чё так светло-то все, господи. О, стало нормально. Подожди, а если я чуть отойду? Как это работает? Что? А если так нормально? Странно. Ладно. Так. Что у нас тут есть вообще? Это значит отношения, навыки, здоровье, урон, статистика. Да, нормально. Лишь ядрить. Вот это что не пок... Это что такое вообще? Наручное оружие, тяжелое одноручное оружие. Паралич. Ловушки. Подожди, а двуручное оружие тут я знаю. Я знаю, что здесь есть двуручное оружие. Почему оно? Или оно где-то. А, вот, то есть. Ну, в принципе, логично. Ты сначала, значит, палку возьми. Палку, значит, возьми. А потом. А потом мы тебе дадим
палку побольше, когда ты потренируешься немножко. С палкой поменьше. В целом, конечно, молодцы. Логично. Так, старая ржавая сабля. Выбросить. Вот это вот наш выбор. Это все за всякие там какие-то предзаказы и так далее. Второе оружие. Пусть будет это. Кстати, забавно, что у стандартного пистолета больше урона, чем у ружья. Один целый. Но зато, типа, у ружья пробивание брони, который... Даже не знаешь, что это такое и насколько это важно. Типа... Выкинуть эти перчатки добротные. Они, конечно, добротные. И сапоги удобные, но... Так, что дает сопротивление уроду ядом? На спину ничего нет. А шляпы даже нет. Как же нет шляпы? Шо ж... Как же шляпы-то нет? Боеприпасы. А их надо никак, они просто есть. А зато карта красивая. О, карта. Она, наверное, ни хрена не показывает ничего, но как художник прям, я не знаю, там расстарался. Вот над менюшками как-то вот не пошло, но зато над картами расстарались. Ух. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Да, с анимациями, кстати, тоже не пошло. То есть, реально, вот бег, так... Вот это вот. Hey! Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Не, ну она просто такая... Still hiding your men in the Неплавная. unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Очень деревянная. Our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Атаковать 3 раза. Собственно, бой. Я на клаве играю. Так что тут... Чё ты там жахнул? Слышь, наркоту прям в бою бьешь? Не надо так. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Зачем мне показывают моего героя, если он ничего не говорит, и просто камера переключается? Типа, зачем это? Забавно, можно повторить основы боя, и это будет не та же самая драка. Это тоже такое себе. Типа... Казалось бы, сейчас будет драка, ну, такая же. Но нет. Сейчас будет обучение, вот, со всеми иконочками тут. Огнестрельное оружие может прервать действие врага и вывести его из равновесия. Каждый выстрел расходует 1 единицу боеприпасов. Тактическая пауза. Кстати, забавная тема, что в такой игре есть тактическая пауза. Там она работает. Можно типа так вот взять. Я, правда, не знаю, можно ли... Прицелиться? Как-то можно прицелиться. Ну, типа можно зелье выпить,
выстрелить, собственно, после отжатия паузы. Ну, еще и заклинания творить, которых у меня пока нет. Я, правда, как-то ж выделять, наверное, можно людей, чтобы в них стрелять. Привязка. Привязка. Мягкий... Значит, для пистолета ячейка быстрого доступа. Вот она че. Вот она че. Понял. Теперь вот так я могу стрелять. Быстро. А патроны мне вернут? Броня. Уровень физической брони обозначается щитами над шкалой здоровья. Броня поглощает часть физического урона. Чтобы пробить броню врага, нужно использовать тяжелое оружие или некоторые ловушки. Магические атаки действуют независимо от брони. А магической брони, я так понимаю, нет. Это как в этом самом, в Divinity Original Sin 2. Там типа... У любой магии есть броня, ну, сопротивление у противника, а вот к физике практически ни у кого нет. Поэтому берешь арбалет и разваливаешь. Ну, нет, на самом деле немножко не так там, но арбалет реально позволяет не париться насчет этого. Ой. О! А прекратите. А меня кто-нибудь блоку научит, нет? Сначала нужно блоку научить, блин. Они же меня атакуют. Ядрить. Вы нормальные? Или я не умею блокировать? Сейчас мы с тактикульной паузы просто. А вот, кстати, блок показывается на... Нет. А можно сменить оружие на другое? Мне кажется, что это оружие не самое подходящее для таких вещей. Так. Оставите это безумие, блин. Подожди, ну мне же показывается. Подожди, блок. Смотри, блок. Это разве не блок? А, вот блок. Да, меня все равно откинуло. Остановите их кто-нибудь. Им даже не прописали, чтобы они останавливались. Они просто идут и постоянно атакуют. Типа, камон. Я его убил. Я по факту его убил, но не снял ему броню, поэтому дальше мы... Мне не хватает времени, чтобы сделать мощный удар. Нормально. Камера, да, я оценил, кстати, камеру. Она, конечно, да.
Я еще не до конца сломал ему, да ее твою мать. Что происходит? Господи. Господи, я просто... Дайте ударить один раз по этому чуваку. Ну дайте, пожалуйста, остановитесь на секундочку. Ну на секундочку. Так, тут... Ну как же ты? Ну у него в руках одноручная. Это насколько ж надо долго замахиваться, чтобы человек с двуручным мечом... тебя смог ударить, брат. Ты понимаешь, что это? Это лютый капец. Слушайте, это просто что-то невероятное. Даже с паузы невозможно это сделать, потому что они постоянно бьют. Постоянно. Они не останавливаются. Вот я кое-как их откинул, кстати. То есть, типа, надо их блочить, а потом... Ой, господи. Ярость — это параметр, позволяющий совершить особые атаки, чтобы наносящий увеличенный урон и заставляющий врагов терять равновесие. Вон вот индикатор указывает количество. Он заполняется, когда вы атакуете врага, произносите заклинание или блокируете урон. Удары. Совершение нажмите И. Раскладка на русском языке, потому что, видимо, стоит на русский. Так, а можно мне, пожалуйста, да, сменить вот это вот. Это мне больше нравится. И перестали бить. Кто их не остановить? Это что? Напоминает какого-то муравья, который вот так быстро ножками перебирает. Это же неадекватно. Что это? It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Я I недоволен. have to admit, I thought my days as a child, complete with bodyguard, were behind me. I do like being wanted. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Дайте хил, пожалуйста. Даже оружие, точнее, даже здоровье не установили, блин. Кстати, кто так заблюривает картинку? Я понимаю, что это типа у нас главные персонажи в фокусе, значит, все остальное в расфокусе. Ну не настолько же, причем тут даже нету, по-моему. Ну то есть заготовки какие-то. Это типа, ну. Тут нету размытия, вроде как. Тут есть только громкие частицы. Как написано? Громко. Частицы. Громко. Громкие частицы. Безгочет сильно. Даже нет размытия, причем все нахер размыто просто в катсценах, чтобы, типа, не знаю, текстуры вроде более-менее, ну, то есть, такие, ничего в них страшного нет. Что их размывать-то так, господи.
What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. И шляпа откуда-то материализовалась. Слышь, кто шляпу подогнал? Причем забавно, что есть, типа, опять же, за предзаказ шляпа. Интуиция. Шляпа, дающая интуицию, наш выбор. Тут по-прежнему ничего не появилось. Осталось только плащ отхватить еще. Так, ох, тут, кстати, есть... Кто я же такой вообще, типа... Так, ваша жизнь прошла во дворце князя Орсия, где вас воспитывали вместе с его сыном Константином. Вы с детства обучались у мастеров своего дела. Ковальщиков, ученых, политиков. Вы умеете вести переговоры и прекрасно владеете не только холодным оружием, но и магией света. Это что-то... То есть... А кто меня научил магии света из фехтовальщиков, ученых и политиков? Понятно. Вы всегда были более спокойным и рассудительным, чем ваш кузен, и старались защитить его от неприятностей. Этим вы заслужили уважение своего дяди, который назначил вас эмиссаром на Тирфради. Тяжелым сердцем вы покидаете умирающую от Малихора мать. Что это за слова? Хоть какие-нибудь бы... Что за Тирфради? Что за Малихора? Такой вроде не существует болезнь. Можно уточнить? Так. Понятно. То ничего уточнять не будет. Ходьба. А, ходьба. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver.
I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. А в группы. Да, у меня же есть напарники тут. Выносливость есть. То есть танк. Танковать будет 600 хп. А у меня сколько? Движение. Ржавый. Блин, ну начальник стражи ходит с ржавым каким-то куском говна. Ну, что такое? Что такое вообще? Так, я принял, да? Все. Все. Поехали. А где кнопка? Вы получили дополнительное задание. Так это... Шо это? Шо там накидало-то? Подожди. Сообщите послу о своем отъезде. Показать на карте. Ой, я же говорил, что карта не... Вы не говорите, что по-другому ее нельзя крутить. Это все в одном месте, что ли, происходит, или как? Или это я? Или чё? Понятно. А, вот типа дополнительное задание указывается другой иконкой. Что? Серьезно? На последнем ХП? Что это вообще за люди? Откуда? Что, бандиты? Просто бандиты? На последнем ХП он умудрился в меня выстрелить. Что за человек? Нормально, идешь по делу. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next week, ship? I don't know, but it's certainly. Слушай, ну я тоже так умею, знаешь. Что происходит? Почему я там оказался? А, там типа... Там типа браток с этим. Давай. А чё меня покоцало? Я даже не заметил. Меня что никто не атаковал, разве нет? У меня пол хп отлетело. О, здравствуйте. Торчим наполовину сбитых. Кстати, из-за того, что гамма игры так вот какого-то желтого коричневого цвета, вот то, что с врагов что-то можно подобрать, иногда ни хера не видно. Вот, прям надо было другого цвета сделать. Ничего не видно. А, сейва есть? Да, есть.
Самогон варит, что ли? Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. То есть они собираются куда-то уплыть. И как бы уже больше не представлять угрозу для истинных верующих. Но им не надо дать уплыть, а надо их арестовать, чтобы... Что? Господи. И мне все эти вопросы. Может быть, они Could you что-то... tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Очень интересно. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Слушал бы, слушал. А, я знаю. А вам на второй этаж никогда не надо, да? Что вы тут прям заварили в дерево. Greetings, Your Excellency. Чтоб меня туда не пускать. Такого я еще не видел, честно. Просто цепочка, которая... Просто, во-первых, это не цепочка, а ядрическая цепь. Во-вторых, она просто заварена в дерево. О, это другая карта. Вот это нормальная карта. Типа.
Так, а где там у меня, типа, задания? Вот они. Дополнительно. Говорится с продавцом, найти контрабандиста. Давай, типа, мы... Показать на карте. Я, правда, харизму не качал. Чувствует договор. Договор не состоится. Тобой все нормально? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Просить о других торговцах. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? У меня типа плюс интуиция. Ну, хотя предлагать взятку в ситуации, когда мы... %, да? Типа харизма не прокачана, но 50% есть. Ну, потому что предлагать взятку, ну это бред. Мы типа требуем, как бы не хотим платить и тут же предлагаем взятку. Это вообще нормально, типа. Хотя я бы, ну... Можно запугать, но тут вообще непонятно, что будет. Ну, в принципе, что угрожать тюремным заключением, это типа тоже запугивание. Так что там это отличается. Но тут хотя бы я знаю, что 50% есть. Ну, я думаю, что это 50% на успех или на провал. А еще есть загрузка. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Плюс 50%. Рокнуло. Так. Что там? Куда бежать? Куда бежать? А если мы возьмем... Вот он и еретиков. Это где? А, это дальше. Тогда побежали. Блин, у меня, правда, одна хилка всего. Тут вроде как бьют больно.
поэтому... Это может... Интересно, а мы с такого большого города куда-то уедем? Или, типа, мы никуда не поедем по каким-то там независящим от нас причинам? Территория других государств. Эта территория принадлежит другой фракции. Доступ сюда для вас закрыт. Чтобы не вызывать подозрений, найдите куртку или кирасу фракции. Они, кстати, не подписаны ни хера, поэтому нормально. Типа, чё за фракция? Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with Так, подожди, это что, основное задание было? Я случайно пришел на Is everything ready? основной квест? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Спросить о еретиках. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They were making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Norts have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Так, а что там о Юнге? When did you see your cabin boy for the Когда last видели time? его последний раз? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know Знакомые anyone in есть? Serene? Other than fellow Norts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Друзья? This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Что можно спросить? Какую фигню? You haven't heard anything about my cousin by chance, have you?
To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Пробраться в тюрьму. То есть это не наша тюрьма, что ли, получается? Это типа другая тюрьма? Другой вот этой фракции. У нас есть стелс. Стелс. Клево, клево. Да. Стелс нам поможет. Точно, 100%. По-другому и быть не может. Так, подожди, это... Куда надо бежать? The hiding place of this smuggler is filthy. But perhaps we'll discover some useful information. О, когда будет первый закрытый сундук, скажите, пожалуйста, а то я прокачал взлом, а типа, ну... Хотелось бы... Оп. И там такая нормальная тема вроде. Качество побольше. Выглядит, правда, как говнище страшное. Единственное, что трофеи. Минус 25, но... Интересно, выглядит, конечно, капец. Я чё, я лорд или кто я там? У меня вообще повышение, как бы. Приходится вот... О. А еще раз повторить можно такое? Что, нельзя? А, не, можно. Можно повторить. Еще разок. Если... Давай, ну. Ну, давай. Что? Эй. Только дважды. Дневник контрабандиста. У меня 2 новых зайца. Хотят уехать в Аль-Сад, пока их не поймали инквизиторы. Это усложняет работу. Думаю, я смогу незаметно провести их на корабль, но придется потрудиться. Надеюсь, им хватит терпения. Прячу их пока на складе за портовым управлением. Туда инквизиторы в жизни не сунут. То есть, уже забавно, что уже спрашивать контрабандиста не нужно, уже все. Причем она не выполняется, как бы, ну, как типа, просто не нужно. Она прям зачеркивается красным, типа. Как будто я что-то сделал неправильно, хотя я просто нашел дневник, где он буквально четко кому-то зачем-то все это записал. Он, значит, контрабандист, при этом все записывает. Причем с датами, со временем и местом. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. Это на эльфа похож. Типа, What can I do for you? с раскраской. Друзья. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Враги Do тогда. you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary?
Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. I need to be going. Farewell. Канализация? Если такая существует в этом замечательном мире. Ну, конечно же, она существует, куда же от нее деться. Я с удовольствием найду запертый сундук когда-нибудь. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Что вам Were you a известно? witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left, you get me? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Да, трудно. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Thank you, Lara. I need to be going. Strange story, this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Так, много всего, наверное, интересного. Так, а где бандиты? Где бандиты? Это важно. Вот бандиты, да? Контора капитана порта, склад. Бандиты типа вот. А тут старые склады. Блин, тут на меня точно кто-нибудь накинется. Его нахер.
Склад. А можно я войду в склад? Так, а меня за это никто не карает, да? Это хорошо. Опа. Ава, вот оно. Клево. Правда, правда, шапка-то дерьмо, вроде как. Но я нашел. Причем никакой системы взлома нету, да? Просто у вас хватает навыка, а вы взломаете все, что угодно. У вас не хватает навыка, блин, одни шапки. Вы не взломаете. Ну, с одной стороны, это к лучшему, потому что... Что они там бы придумали со своим взломом, еще будем посмотреть. А тут, с другой стороны, нет никакого шанса. То есть, если не хватает навыка, нет никакого шанса вскрыть. Это плохо. Приходится просто упускать какие-то вещи. Или качать... Качать навык, который вот... Можно было, например, скинуть там в харизму. И там еще куда-то. Сапоги священника. Ну, я больше смотрю на, наверное, показатели основные, чем на... Да куда? Всякую броню, точнее, сопротивление, да? Наверное, пока что не столь важно. Я могу, типа, без... Не считается, что я ворую, да? О, зелье здоровья. Замечательно. Особенно если там драться с еретиками и так далее. Это такая же, как у меня, да? Ровно то же самое. Вероятность переработки? О. Кого и где мы собрались перерабатывать? Вероятность переработки. Опа. И сюда просто так пускают? Типа, ключ от тюрьмы? Это если бы мне надо встретиться было с контрабандистом, да? Если бы я книжку не нашел, тут лежит ключ от тюрячки. На каком-то складе или что? Или это казармы? Понятно, его никто не охраняет, просто лежит. Спокойно может сюда зайти. Даже не в сундуке, как бы. Странная у вас тут безопасность. А, тут охраняется уже, да? Тут я не войду. Или что? Почему еретиков охраняют? Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. Мы даже не в форме. Ой, дыра. Я говорил, что с безопасностью тут явно проблемы. Просто подошли какие-то два мужика. Говорят, мы пришли вас сменить. О, спасибо. До свидания. Как я уже запарился ждать. Всего доброго. И я пошел. Причем я даже не находил никакого, знаете, ну... То есть какой-то... Там... Формы, вещи, еще чего-нибудь. Может быть, какого-то приказа, который ты, типа, показываешь и такой, ну все, идите отсюда, типа.
Или есть всякие зелья мощи, которые оглушение дают. Просто подошел, мы пришли вас сменить. И те спокойненько ушли. Или я что-то все-таки нашел, хотя я не понял. Опа-на. Это что, наши еретики? Что-то они очень похожи на каких-то фанатиков. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? Контрабандиста повязали. Was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, that traitor. Диалоги, видимо, писали под одну историю. Please, please. Но я пошел и поговорил с... We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Ну, не похожи они на каких-то... честно. Но плохо, что диалоги как бы подстраиваются под какую-то одну вещь. Ну, не подстраиваются, просто вот... Я не говорил с контрабандистом, я нашел его книгу, а потом главный персонаж в диалоге говорит, что я с ним говорил. Это же тупо. Серьезно. Может быть, если я нашу... Причем, если ты находишь книгу, тебе уже не надо разговаривать. Это как бы взаимоисключающие вещи. И, наверное, можно было триггер поставить так, что если ты нашел книгу, то персонаж пару слов говорит о книге, а если ты сходил и поговорил, то о том, что ты сходил и поговорил. Но нет. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Teleme after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. А вы точно ученые? Типа, я понимаю, что там 17 век, но голос из-под земли... Это немного... Ну, для ученых это как бы, ну, должно быть не очень интересно. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you,
Please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Ну, тут проблема в том, что я могу попытаться договориться, но вряд ли у меня хватит харизмы. Давай попробуем. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. А куда они уйдут-то, господи? Stay here, говорит. Куда они денутся? Так. Что еще здесь есть? Почему-то, кстати, непонятно не открывается. Ну, то есть ты взламываешь замок, но он почему-то сразу не открывается. Нужно еще одну кнопку нажать. За хрена. Откройте сразу замок. Я могу взломать, пусть он сразу и открывается. И обыскивается. Нет, да, нажми еще кнопку, чтобы это сделать. С этого никак. Так, кафтан. Это типа кафтан, который позволяет мне ходить в... Вот в этой вот альсада. То есть какая-то враги. Почему они... Странные враги, если у них есть свой квартал. Что это за враги такие? Как говорится, что они тут делают. А интересно, а если я одену его... Ну, как бы вот... Я его типа одеваю... На меня агрятся вот эти парни. Это тюрьма, где сидит контрабандист. Я, кстати, нашел ключ. Могу ли я как-то тут извернуться? Тут, кстати, клево лежащие бочки, но можем. Паркура нет. Опа-на. Я только что сказал, что нет паркура, и тут же забрался. Ну, я имею в виду, что нет прыжков. Вроде как. I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd Я и see так someone могу. go to all this trouble to break into a prison. Я и так могу открыть, да? Okay. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Окей, ладно. Давай, пока. Шел, кого-то освободил, ушел. Даже нельзя ничего поговорить. Окей, а он окажется каким-нибудь серийным маньяком. Вот это будет. Но если у вас есть взлом, можно вообще ключ не искать. А можно найти ключ. Ну, вариатив. Можно найти книжку. И не идти в тюрьму. Ну, в принципе, неплохо. Так-то... Так-то, в принципе, и неплохо. О, здрасте. А, понял. А это типа враги? Или мне может стоит переодеться просто, и они типа отстанут? А если взять... Не-не-не, братцы. Давай назад, Сдавай назад. Например, какой-нибудь вот камзол матроса взять.
Ага, понял. Все понял. Им вообще посрать. Ну давай тогда. Да блин. Иди сюда. Давай. Блин, долбаный, блин. Меня попал этот падла своим мушкетом. Что ж ты будешь делать-то? Что, неужели это они такие же доставучие, как и в первоначально в Ведьмаке 3 лучники? Пацаны. Блин, причем их нельзя увести за угол, то есть я не могу это сделать. Я как бы могу попробовать его... А где он? Хотел я попробовать, но что-то не... Куда он отошел-то? Подожди. Он же за углом стоял. Я думаю, ну сейчас-то мы его тут это, а он за угол убежал. Причем он дальше от угла убежал. Чё, блин? Там оказался еще один. В общем, странно. Вот смотри, вот теперь опять тут стоит. И вот делает он вот это вот. Да я сейчас на одном хп тут разрулю. Опа, видал? 1 HP, блин. О, выносливости не хватает. Лол. Тут еще есть легкая, тяжелая броня. Серьезно. Все. 1 HP гейминг. Это не очень круто, что, блин, вот сношают пистолеты или мушкеты. А ты типа не торгаш, ты просто тут для квеста? Кто там? You won't regret this miraculous opportunity. Your time is precious in these dark hours. I wish you a good day, Your Excellency. But what you're about to discover could save your life. Тоже с ним нельзя поговорить. Да что ж такое? Есть торгаш-то обычный. Так, это основное задание вроде как. А это что такое? Говорите с квантермейстером. Чем мне это делать? Там, кстати, торгаш есть. Здорово. Да-да-да. И скажи, что тебе можно продать? Всякое ржавое говно. О, серьезно? Ты еще и спрашиваешь, хочу ли я продать? Стартный пистолет оставим пока. Вот всякие шляпы. А можно как-то и побыстрее продавать? Вообще шляпа мне ни одна не нравится, да? Что? Подожди. Понял. Или их еще можно разбирать же, да? По-моему. Да, тут же есть еще... Так что... Наверное, я буду продавать всякое вот такое вот, а... Это хотя бы оставлять, ну типа так.
Смотреть, на что они разбираются. Продажа вот с этим постоянным подтверждением, ну нахер. Конечно, такое себе. Так, ну это все можно оставить. Я же надеюсь, это, ну, это типа сколько-то весит, да, 0,1, но... Бам. Перо вообще для ручки можно использовать. Для того, чтобы писать. А он только по оружию. Сколько стоит обычное зелье здоровья в самом низу? 23, а у меня 132. Ни хера себе, что-то дорого. Что-то дорого как-то, брат. Ты знаешь? Зачем они вместо самое максимальное количество взяли? А поспать можно как-то? Может отдохнуть можно как-то где-то? В таверне, может, кстати, можно отдохнуть. Восполнить себе ХП. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Что ж вы там такого везете ценного, что вот никак нельзя подождать официальных документов? Причем сама стража говорит, что-то как-то официальных документов ждать долго. Поэтому, ну там что-то... Придумайте какой-нибудь что-нибудь контрабандой там займитесь. Ну еще что-нибудь. В общем, что-нибудь придумайте, блин. Что? Да. Так, а что у нас... Где тут таверна? Хотя тут посол. Это я видел же таверну. Так и было написано, таверна. А, таверна была. А таверна это просто здание, видимо. Вряд ли я смогу. Неужели только можно похилиться? Ну, с помощью зелья. Нельзя никак там поспать, еще что-то. Чё что я тут хожу? Меня болезнь не проймет какая? Типа такой, да.
idea who I am? Константин. I have a ship to catch! Do you hear that? Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Блин, я не хотел Константину идти. Как это получается? Как я нахожу то, что надо? Ну это же просто невозможно. Я же хотел просто посмотреть, что здесь. Как я умудрился это найти. Хотел сначала все сайды выполнить, ну типа привычка такая. Подожди, шеф, не поможешь там с одним делом? Капитан, есть разговор. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. А подожди, Have no fear. I will bring him back in time. I'm still without news of my... А может сначала Юнгу найти? I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten it into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tier 4D. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the harbor. Это от той охраны, которой я просто сказал. Be back soon, Captain. Ну, типа да, это именно та, это именно та самая охрана. Я понял, да. Я думаю, у нас все получится. Let's take a look around the building. Конечно, у меня есть. Смотри, учи. Я и так вроде нормально, да. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Это такой, да? Да. Здесь кабинет. В котором я уже был, если честно. Here's the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. Это ключи тут лежали. Или это от книжки? Немножко не там светится. Это все? Это работает теперь? The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get.
Что нужно сделать? Что какое-то там снотворное что-то было? Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Ну что, будет еще какие-нибудь невыполнимые миссии, господин квартирмейстер? И он, кстати. Не он, да, это таверна. А это посольство. А где? И мне еще не отобразилось. Освободить Константина. Что такое? Ремесло позволяет улучшить оружие и броню. Наука позволяет создать зелья и ловушки. Чтобы работать в мастерской, нужно обладать определенными знаниями. Развивайте соответствующие таланты, пользуйтесь определенным снаряжением или помощью спутников, чтобы получить бонус. Каждое очко таланта открывает новый рецепт. Для создания понадобятся ингредиенты, которые можно купить или найти. А вот это можно типа переработать, да? 50%. То есть я могу или все потерять, да, или парень мой не может. Он тоже не поэтому. Я могу или все потерять. А улучшить, если взять какой-нибудь меч мой. Его нельзя улучшить, да? Он правильный. А, у него нет слотов, наверное. Тоже 50%. Понятно. Ну, давай попробуем переработать. У меня есть один бушлат. Это какой-то хайролл. Знаете. Серьезно. 54%. Давай. А где шляпы? А, то есть я могу... Это типа максимум, что я могу выбить. А где шляпы? У меня куча шляп. Где они? Ну, тут... шляпа как бы не учит. У меня их миллиард. Тогда получается, что их надо продавать нахрен. Так, это что такое? Это куда? А, это... Понял, это допрос. Это странно, что нет шляп. Я думал, что как раз таки шляпы, с учетом их количества, я и буду перерабатывать. Но нет. Шляпы оказались... Видимо, они тут ценятся, их нельзя разбирать, там что-то еще с ними делать. Не-не-не. Слишком ценная. Алхимика из Аль-Сада. Дорогой Ариф.
Я очень опечален тем, что наши надежды найти покой в Сирене не оправдались. После вашего отъезда Академия оказалась в удручающем состоянии. Ваши обвинители ведут себя так, словно законов для них не существует, и постоянно проводят сомнительные опыты. Мы ничего не сможем сделать, лишь молчать и ждать. Искренне надеюсь, что ваши поиски увенчались успехом. Типа к этим ученым относится. Кладовой трактирщика ключик. Да что ж вы ключи теряете на ровном месте? Признавайся, где кладовая? Здесь? Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Нифига тут, это что за танцпол? Это для оргий каких-то массовых или что? Что это? Но для этого я ключ не использовал, кстати. То есть, дом... А где кладовая? У этого господина. Получается, что не здесь. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighbouring war. The epidemic still rages, but the possibility now that we have a city there, quite a few seafarers come by. Клёво тебе. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold Вообще он сказал, не в моем заведении, а типа мои, ну, мои клиенты, мои establishment, ну, то есть типа мой контингент. Не может быть. Как бы тут много всякого такого, что на русском что-то как-то. Подожди, я хочу найти кладовую. Мне... Вот эта кладовая, наверное, да? Здесь. Точняк. Ключ трактирщика. Один ключ, точнее, один ключ нужен, чтобы найти другой ключ. Да, это... Тут уже... Вот тут уже без ключа не обойтись. Не, подожди. Но это просто вход. Чем мне этот вход? Я слабо себе представляю, если честно. Какой-то... Это просто срез, типа, если... Вроде бегать далеко не надо. Я и забуду про него, наверное. Не найду его никогда в жизни. Странно. Я думал, что-то будет полезное. Казалось, это всего лишь еще один ключ. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment.
A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Что случилось в тот Tell me вечер? what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Thélème embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Дима, есть какие-то причины? Так, что у нас тут есть? Выполненные задания. И что, они не показывают теперь на карте? Что? Там написано поговорить с квартирмейстером. Это нету никакого... Никакого маркера. So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you've reached New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. И что, не добавил уже никакого задания? Не добавилось. Не добавилось. Квартирмейстер. И этот квартирмейстер. Фиг его знает, или это не здесь? Это, видимо, не здесь, да? Сирена, а нам надо новый... Какая-то карта. Метка?
Типа получается, что это нам в каком-то другом месте нужно. Да? Не в этом городе. Я... Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tiefredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Mateus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. I would volunteer and consent to take them under my protection. But one good deed deserves another. You would like me to first take care of your charlatan? You will certainly prove to be an excellent legate. I need to be going. Goodbye. Ну, это дело понятно. Тут тоже все одинаково. Так. Тут нужно сразиться. Ну, я видел этого, видимо, шарлатана, который там торговал. Меня смущает вот это вот. Показать на карте. Показать на карте оно не показывается. Поговорить с квартирмейстером. Казарм. Ну вот. Это в новой сирене. Там было просто в сирене, а здесь в новой сирене. Чем они отличаются? Пойми. Умерших от всякой заразы казнят. А драться надо именно сразу. Или вообще можно не драться. Давай попробуем. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency?
I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. Он сын He их, что ли? simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely, and we found him. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Naughts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Naughts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Excuse me, madam. If you would be so courteous, I would like... Понятно. With respect, my Ну, вроде как они вообще не против без него-то уехать, как бы им нормально вроде. Ну, то сам капитан сам говорил, типа, да мне пофигу. Might I help you, sir? I need to be going. Видимо, нет. Можно и без него, как бы, уехать. Так что, как бы... Не вижу проблемы, вроде как. Теперь надо пилить опять к этому капитану. Сначала к торгашу. А тут я могу типа? Ты чё, тут был? А нет, он тут вот. Citizens, I present to you Panacea. Панацея, лекарство от всех болезней. Everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still. This little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malicor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malicor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malicor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malicor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one.
Hurry now! There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. А это If же... we had a word with him, I wonder if Когда he'll кто-то serve us the называет same лекарством routine. лекарство от всех болезней, это же не работает, наверное. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Побочные Are there эффекты? any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. Ну хотя бы показали, как он это пьет. Ну что это такое? Excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Полоску? Вот эту, что ли? Панацея шарлатана. Научный журнал алхимика. Страницы, исписанные мелким неразборчивым почерком, на них описаны результаты опытов и осмотра пациентов. Встречаются непонятные символы. Сложность некоторых рецептов не оставляет сомнений. Автор этих записей был очень хорошим алхимиком. Нет, я же зажал блок. Я не знаю, правда, работает ли блок. Если меня бьют сзади. Я, скорее всего, сдохну просто. Надо пить зелье, так или иначе. Ну, я попробую. Я попробую. Что? Подожди, там было письмо от Ёпта, этот кто их сагрил-то? Ядрять мои помидоры. Это ты их сагрил, что ли? Чё они прибежали-то? Сейчас стоят на месте, потом прибежали. Что такое? Бред какой-то. Это ты виноват, мой напарник. Как я там? Курт! Курт, это ты и все. Ты чё? Этот странный алхимик из Альянса, который снял комнату наверху, просит не заходить в нее и не делать уборку. Возможно, мы там что-то найдем. Четверо. Careful, Greenblood! You're wounded! To my health! And death to the others! Я не попал, ну надо же. Давай, давай. Что-то хила падает очень мало, прям очень мало хила. А их трое? А где четвертый? Там Или магии всякие падают. А почему хила так мало? Тоже нету ничего.
То есть зелья магии много, а хила нет вообще. А метку на таверну можно как-то поставить? Ну и сколько там всякого... Смотрите, сколько всякой фигни. А зелья здоровья всего 3. Ну, одно, правда, сильное. А фигни-то огромное количество. Причем отхилит ли мне все хп один бокальчик? Ну да, отхилит. Типа, как раз 5 хп. 5 хп осталось. Трактирщик. Tavern keeper. I see you're back. I need to be А, off. блин. Goodbye. Можно спросить. Tavern keeper. I see you're... I need to be off. Goodbye. Просто интересно. Это сверху должно быть. Что мы там можем найти? Я тут уже был. Я нашел тут... Это вот эта комната, что ли? Я нашел тут письмо, которое отсылает нас к этому самому. К другому квесту. Правда. И вот здесь что-то. Тут какой-то... А, тут ключ трактирщика лежал. Тоже ничего интересного, то есть непонятно. Записка какая-то есть, но в ней вроде ничего особо нет. Ну, то есть, что в комнате, в трактире где-то что-то может быть. На самом деле как-то... То есть там что-то есть, но оно не относится к этому квесту. Получается. Have you finally made up your mind? I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at... Слышь? He won't leave the city without his belongings. Так, второй этаж, да? А ну стоять. Как он так испарился? Я не понял. Он что, реально испарился? Даже не показали, как он убегает. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them
inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? А пусть идет, господи. Ну, судя по документам, которые там где-то валялись, опять же, что они там делали, непонятно. Но как бы, вроде как... Он действительно какой-то тут жесткий алхимик. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help Так them вот here зачем нужен черный ход. Я понял, да, смотри. Все посчитано тут. Черный ход нужен именно для этого. А теперь идти надо говорить с разъяренной толпой? О, ладно, здравствуйте. Так, уважаемые. Немножечко спокойно. Блин, сейчас харизму надо будет, наверное, предъявлять. If you want him to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you're angry. Me? It's not money I want. That charlatan tried to poison us. I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high. And you too, if you're an accomplice. How absurd! I'm the one who put an end to his operation. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped. He'll have to come out someday, you'll see. Ну-ка, давай, интуиция. And so you plan on waiting here? I do not advise that. All of you drank one of those potions, am I right? You're right, we did. Tasted of death. I did nothing for me ulcer. As for me, I only drank a few drops. And my tooth is aching more than ever. Alas, you need only drink a mere drop for it to provoke paralysis. Paralysis? A terrible side effect. The symptoms appear sooner or later. No one is spared from them. What? Are we doomed then? Everyone. Except, of course, those going to see a doctor to receive the antidote. What are we gonna do? The doctor costs a fortune. We're all gonna end up like statues. Listen to me, everyone. I know a good doctor that will help us. Come on, follow me! That charlatan will just have to wait to get what's coming to him. The alchemist is now far from danger, at least. Go and tell him the good news. Что-то я, по-моему,
Еще их больше денег. Сейчас доктор с них стрясет. Из-за несуществующего паралича. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? I persuaded the mob to disperse calmly and without А, a то есть fight. я мог выйти... О, The way is господи, а free. почему игра не сказала? What power of persuasion? They didn't seem of a mind to hear reason from me. You are free. Climb into your carriage and leave Serene immediately. То есть я мог бы вывести через черный ход, а мог бы с толпой разговаривать. I will be eternally in your debt. I remind you to never step foot here again. I have no desire to return anyway. Farewell. Хотя за квесты, видимо... А, подожди, этот квест еще не закончился. А опыта, интересно, дают? И... Жалко, если не дают. Можно, типа... да, можно... Вот это мне нравится, кстати. Типа, тебе не надо бегать, ты сразу вот чпонька и уже тут. Когда нужно вот поговорить окончательно. Правда, что-то один квест сломался, по-моему. Your Excellency. Если я правильно понял. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Let's just say I put an end to his activity. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Хочу ли я обвинять его во лжи? Ну, какой мне в этом смысл, на самом деле? He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the coin guard tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. А, нет, опыт все-таки дают. Lord de Sade. Вот все-таки дают. Так, а что там насчет... Как говорится, а что насчет... Now that your affair is taken care of, are you planning on helping the historians I spoke to you about? We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Точно? I need to be going. Или сейчас там окажется охрана? We owe you our lives. Опа, еще We are один eternally телепорт. grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Так, а где это? Вот эти ТПшки мне нравятся. Серьезно. То есть, когда вот нужно реально что-то закончить сразу, быстро. Чпоньк, ТП. К нужному персонажу. Это же клево. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Понимаете? Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. Да, ничего не поделаешь. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the luminous Да, might shield us обязательно, from their обязательно это lies. сделаю. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade.
Так. У нас, кстати, есть новые обилочки. Аж 2 штуки. Это такое. Магия. Я так понимаю, магия нам не очень важна. Что нам вообще надо? Естественно, двуручное оружие, мне кажется. Нам. Чтобы дойти до двуручного оружия, нужно качать одноручное. Ну что ж. И паралич, кстати. Даже глиняный, правильно? Глиняный, поэтому паралич тоже нужен. Но на паралич нужно 2 очка. Можно подкопить. На 4 уровне. На 4 уровне заживем. И ловкости добавим. Паралич возьмем. Явный. И дальше брать клинок. Наверное. Не знаю даже. Трудный вопрос. Трудный вопрос. Пока оставлю, пусть будет. На 4 уровне разберемся. Что у нас там? Пропавший нафт. Погнали, с этим разберемся. Там какая-то сложная история. А ты кто такой? А, ты... Что я тебя могу спросить? I still don't see Constantine. Don't worry. I certainly hope so. What will be your official title on Tier 4D? Or are you just... Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the... But His Highness has also asked me to report. I am therefore required to take note of all, but also obtain as much knowledge as possible. Your help will be extremely... It's always a privilege. I need to be leaving. Понял. Бумажки будет писать. Всякие. Ну, жалко, нельзя перепрыгнуть здесь. В примере. Можно пинка поддать. Так, друг мой. Что там за история? You still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave. Да подожди ты. Have no fear. I'm still without... I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Ну ты же вроде был не против уплыть без него. Я слышал это лично только что. Несколько минут назад.
Sir de Corsillion's a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. Понимаете? Я лично это слышу. Что это такое? О, это типа флаг, посольство. Верно. Ну, с учетом того, что здесь нормальная карта есть, то такие вот штуки особо как-то и не нужны. Хотя, может быть. В каком-то месте нет какой-то штуки. Где это вообще? А, сверху. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there has always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Вот. А еще не... Что-то ведьмаки кому-то не нравились. Тут, видишь, не просто ради богатства отдадут за милую душу. Ведьмаки, чтобы с этими бороться, с монстрами, людям, типа, помогать. А тут просто разбогатеть, чтоб. Опа. Алиса, мой супруг вместе с наемниками несколько дней проведут на наших складах у канала. Будь добра приготовить обед и отнести его туда, чтобы никто не заметил. Никто и не заметил. This document mentions another property, a warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Заглянем обязательно. Обязательно заглянем. Excuse me, madam, but I... If you would be so... А, то есть, блин, ну вот эта тема, что ты типа идешь поговорить, находишь какой-то ну, документ, который опять кто-то написал, положил на самое видное место, подсветил и так далее. И уже не нужно разговаривать. Типа тут вообще как бы вообще упоминать. Ты как бы шел, да и нахер это все. Я уже знаю, куда идти. С одной стороны нормально, с другой стороны, ну хотя бы разговор хоть какой-то, чтобы был тоже. Типа, мог козырнуть этим, типа, смотри, я нашел, ну, давай, говори. И так далее. То есть, чтобы это не выглядело как... Пришел за одним, такой нашел какую-то записульку, и все, уже не надо идти. Ни зачем. Это странная тема, то есть. Как бы есть варианты, но при этом они странно как-то друг друга исключают. С одной стороны, это экономит время, с другой, ну... Как бы, то, чтобы... Элс.
Sir de Sade. Черт. What are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Ну чё, рольнем харизму. You've taken your son against his will and have him locked up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? If I hadn't taken him back, he would have been hauled off on one of the cursed ships. If that's what he wants, then why would you want to stop him? For his mother. She misses him so. But in the end, you may be right. My boy has changed. He hasn't spoken a word to me since we've been in this precarious predicament. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Farewell. Опять рольнуло. Ну, 50% это, в принципе, довольно много, как бы. Тут ничего удивительного нет. Ну да, с чего бы ему не разговаривать с тобой, брат? Ты его запер, значит. Запер в каком-то складе, в какой-то тюрячке. Его можно было, кстати, и так освободить. Но, правда, заходить надо было как-то по-другому. Да? Просто интересно. Да, можно было, типа, с другой стороны зайти и просто не разговаривая ни с кем его освободить. Но тогда непонятно, получил бы я репутацию. И опять же, непонятность, для чего она нужна. Вот на меня просто не нападали. Как? Who are you? My name is de Sade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Может, мне до капитана тоже... Это самое... ТПшните, а? Ну, игра. Не? А вот, типа, можно сзади зайти. Тут, правда, один. А тут тоже два человека. То есть, по факту... Возможно, все равно пришлось бы драться. Ну, или, опять же, уговаривать кого-то. Что-то на этот раз не хотят ТПшнуть. Хотя... Ситуация вроде подходящая. Sir, you still haven't found your cousin. As you well Да know, все нашли. my cabin boy, Jonas, is... You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring... Опыт. Репутация, опыт. И дела. Понимаешь, дело такое.
Дело такое. Так, что там у нас новенького? Перчатки. Все они... Они тоже всякие. О, сколько у меня шляп. Нельзя ничего с ними сделать. Да, по-моему, продать только можно. Что с вот этим квестом не так? И не отображается. Давай, возможно... Еще раз надо поговорить как-то. Это обидно. Вот как раз бы он дал 4-й левел мне. Слышь? So you're back. Right then. We can guarantee that you're... The cargo shall make... That shall be your next mission. He will give you new instructions. Until then. Это сломано все, что ли? Greenblood, do you need something? I must leave you. Не чувствует ли он себя одиноким? Слышь? So you're back. The cargo... That shall be... He will give you... Until then. Может быть, попробовать перезапуститься? Потому что, ну, обидно из-за глюка. Глюк. Бонусные очки талантов, хорошие отношения с напарниками могут принести. Важно. So you're back. We can guarantee... The cargo shall make... That shall be your next mission. He will give you new instructions. Until then. Видимо, нет. И запуск не помог. Ну-ка глянем тогда. Глянем тогда в местах. Как называется эта миссия? Как ты называешься? Груз монетной стражи. Что пишут в интернетах? Видимо, что сразу наше слово баг. Значит, есть какой-то баг. Сейчас посмотрим. И ничего не происходит. Квест сдается после отплытия в новости. То есть они сделали так, что ты ни хера не понимаешь, что идет не так.
Молодцы, чё. Игра закрылась. Бывает. А они сделали так, что ты не можешь понять, что все нормально. Не, серьезно, клево, очень. О. То есть, нет, я понял, что тут название, которое вроде как не отсюда, но... Ну, как бы... Вообще непонятно, опять же. Я надеюсь, что он действительно сдается на другом берегу. Как... По-другому, ну, странно. Я отбирал хоть что-нибудь? Помню. Нечего отбирать-то толком. Тогда нам остается что? Только освободить Константина. Константина, собственно, из его заточения. Там надо миссию сделать. Тут, наверное, драться придется, нет? Как-то я где-то здесь заходил. Это какой-то поворот. It's blocked. А здесь It's not possible just now. стихийная ловушка нужна. It's not possible just now. А у меня нет стихийной ловушки случаем? Ловушка это, видимо, какое-то оборудование или что-то. А что такое лампа? Она где-то светится просто. О, стихийная ловушка. Но не хватает этой самой. Не хватает уровня науки. Стихийная ловушка лежит, а вот науки не хватает. Слышь, а ты случаем человек ненаучный? Вот жалко его нельзя попросить. Блин, а что, драться придется, типа? То есть без науки с ловушкой я не разберусь, да? А может просто их перебить нахер? Игра. Careful, Greenblood! You're wounded! To my help! And death to the others! Ой, тут я ошибся здесь. Вообще, я думал просто их перебить нахер всех, да и все. Стелс какой-то еще использовать. Пока что я могу без стелса вроде. Ну, если бы я еще отхилился, я был бы вообще молодцом. Но... Попробуем без этого. Да блин. Фига, кстати, сейф. Сейф какой интересный тут. Можно выстрелить просто. To my help! And death to the others! Move away! Минус один.
А, что случилось со стеной? Зелье здоровья. Все, успокоились, успокоились. Я еще отхилился. За счет чего я отхилился? Я же вроде не пил зелье здоровья. Что меня отхилило? Хотя, как сказать, ну это не совсем хил, это все равно, наверное, один удар. Ты голос-то подай, слышь. Тут горланил как не в себя. Теперь заткнулся резко. Что, заснул, что ли? It's not possible just now. Второй этаж. Смотрите, с этого момента зелье здоровья прям сыпется. Нет, надо. С каждого угла. Это, я так понимаю, наш друг Александр. О, точнее, Константин. Ключ от камеры, блин. Сколько тут ключей? Это если б я... с помощью какой-нибудь ловушки сюда пробрался. Смотрите, внутри-то нет охраны ни хера. То есть, как бы, забавно они охраняют. Только снаружи. А внутри, да похеру. Мы настолько хорошо охраняем, что внутрь-то никто и не проберется. 100% мы в этом уверены. Нормально. Так, а где лестница? Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress! Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. I do what I can. Мой Лаки Стара не заменили, как я рад. I wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Видимо, его не первый раз похищают. Он уже привык. Ему даже бутылку, что там, рома какого-нибудь оставили. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Чё тут? Now that we stand boldly alongside Курт. the brave pair, Кстати, Курт. let's give them their money's worth. There's no one left to У тебя pay. хорошие перчатки так-то. О, кстати, ремесло +1. Это надо оставить, это клево. What a shame. I would have loved to have Я seen ничего не понимаю, подождите. nothing left to do then than to board our ship. Спокойно, An adventure спокойно. awaits us at the end of the street.
там у Константина? И все у него лучше, чем у меня, да? Шапку можно ему. Треуголку тебе, что ли, взять? Держи треуголку. По камзолам. Он может носить вот эту, я не могу. У тебя что там с... Ты типа прокачанная. Тут. Взлом? Он типа ломать может? Или я могу у него позабрать? Я могу ли это носить? Если мне не хватает взлома, блин, это все надо как-то запоминать. Типа. У кого какие шмотки. У этого взлом есть. У кого-то тут ремесло есть. Так. Какую шапку ты будешь носить? Ну давай ты будешь. Клево. Уважаю. Отлично смотрится. Что там надо сделать? Капитану, что вы готовы к отплытию. Я бы тоже переоделся, на самом деле. У меня же есть получше тут. А вот что. Странно работает телепорт, то есть теперь они меня к капитану опять же не телепортируют. Мне самому приходится бежать. Типа это... А, блин, чуть-чуть не хватило до 4-го. Смотри, буквально там тысячки. Так, ну груз. Это все. Все, что я нашел. Я не знаю, если тут еще какие-то... Найти надежду. Да за хера? Готовы к отплытию. Какая одежда? Слышь? Какая нахер одежда тебе нужна? Поехали. Я тебя сам... О. Я помогу тебе, брат. Да, такой я добрый. Так, ну что, на этом все. На сегодня, думаю, самое время. Освободили Константина, готовы к отплытию. Отплывать будем в следующий раз. Слушайте, а пока неплохо, если честно. Нравится пока то, что я вижу. Играется вроде интересно. Ну, то есть... Сказать, что там что. Да, бедненько, как бы, да, анимации всякие. В целом. Квесты вроде. Хоть с каким-то подвохом. Да и город, графоний. Да нормально все пока. Так что продолжим, я думаю. В самое ближайшее время. Это важно, да. Смотрим, как дальше пойдет. Пока неплохо. Ну, спасибо всем, кто смотрел. Еще услышимся. Хорошего вечера. Пока.